Привет, армия! В этом видео я поделюсь своими мыслями и хочу сразу подчеркнуть, что каждый волен соглашаться или не соглашаться, я не хочу ничего навязывать, я просто хочу выразить свои чувства по поводу того, что произошло с Taekwookом. Многие из вас, вероятно, видели истории Намджуна, особенно те, которые он удалил, но эти фотографии меня не обманывают, потому что предыстория и цель поста предельно ясны. Намджун мог бы опубликовать другую фотографию с другого ракурса или что-то совершенно не связанное с темой, но он выбрал именно это, и возникает простой и понятный вопрос: где Тэхён? Думаю, ответ очевиден. Для меня это все часть корпоративной стратегии, которую мы слишком часто видели. Привычка манипулировать изображениями участников, чтобы скрыть Taekwook и не допустить их совместного появления в одном кадре. По иронии судьбы, каждая попытка разделить их на самом деле делает Taekwook гораздо более реальным, как будто стратегия имеет обратный эффект. Каждое сокрытие порождает подозрение, каждое удаление создает новые доказательства, и каждое молчание становится громче. Самое разочаровывающее – это то, что Намджун, похоже, подыгрывает этому плану. Широко известно, что агентство часто использует участников, чтобы скрыть друг от друга местонахождение Тэхёна и Чингука, и на этот раз, похоже, очередь Намджуна. Я глубоко разочарован не только сегодняшней ситуацией, но и его прошлым поведением по отношению к Taekwook. Для меня все это еще больше усиливает мои давние подозрения. Есть одна деталь, которую нельзя игнорировать. Все знают, что Намджун был с Тэхёном несколько дней назад, то, чем сам Тэхён поделился в своей истории. Так почему же Намджун сегодня ничего не опубликовал о Тэхёне? Почему он вместо этого решил кормить троллей Чингука? Каждый может высказать свое мнение, но ваше мнение не изменит того, что я вижу. Участники явно изменили свое поведение по отношению к Taekwook, они решили следовать правилам и решениям компании, а не показывать что-либо, что могло бы связать их с Taekwook. И это обидно, потому что я знаю, что для Taekwookers нас ждут нелегкие дни. Мы столкнемся с насмешками, провокациями и намеренно продвигаемыми ложными историями. Тем не менее, я хочу, чтобы вы продолжали верить в Taekwook. Я уверен, что после всего этого наступят лучшие времена. Что-то, что сможет компенсировать бурю. Но помните одну важную вещь. Контент, продвигаемый сегодня, не является совпадением. Все это спланировано и организовано, и именно поэтому я настаиваю на том, чтобы не давать им видимости. Не повышать их рейтинги, не приносить пользу компании путем манипуляций. На мой взгляд, Чингук заслуживает настоящего уважения и признания за свой талант. Его нельзя эксплуатировать или использовать как инструмент для манипуляции имиджем на благо компании. Чингук усердно работает, и он заслуживает искренней поддержки, а не поддержки, построенной на лжи и контроле повествования. Некоторые вещи никогда не меняются, и для тех, кто годами следил за Taekwook, невозможно не заметить, как они всегда выставляют себя на показ. Каждая прямая трансляция выявляет мелкие детали, которые стали частью их идентичности как дуэта. Шумный холодильник, кашляющая стиральная машина, звук шагов, тихий шепот, звон стаканов, открывающаяся дверь, странные, необъяснимые вещи, которые происходят, когда они должны быть одни. Такое ощущение, что они играют с публикой. Намеренно скрываясь, оставляя следы, как будто говорят без слов: «Мы все еще вместе». Динамика этих непослушных малышей, дразнящих друг друга, казалась реальной. Им нравилось ставить друг друга в неловкие ситуации, сводить всех с ума, задаваться вопросом, находятся ли они в одной комнате, все время стараясь не выглядеть так, будто они вместе, и представлять, как трудно будет скрывать отношения в обществе, все еще процветающем гомофобии. Каждое прикосновение, каждый шепот, каждый взгляд, придавая каждому прикосновению гораздо большее значение, чем казалось на первый взгляд. Скрытые сигналы, тихие голоса, неожиданные детали – все это казалось их собственным языком, который могли понять только те, кто обращал на это внимание. Один из самых незабываемых моментов был, когда Чингука спросили, живет ли он с Тэхёном. Он мог бы пошутить, уклониться от ответа или сменить тему, но он этого не сделал, он улыбнулся так, что это невозможно было понять неправильно, как будто подтверждая, ничего не говоря, и этого было достаточно. Затем был прямой эфир Тэхёна, который начался из дома Чингука. Он небрежно сказал: «Привет всем, я буду вести прямой эфир дома, выпивая». Мягкий голос Чингука звучал знакомо, как будто они вели непринужденную беседу тоном, который использовался только в безопасном месте. В последние несколько дней Чингук упоминал, что заказывал еду, ел ее со своими друзьями, пил саджу, а затем засыпал от усталости. Все знали, о ком он говорит.
Днем позже Тэхён выложил историю пьяным, как молчаливое подтверждение, совпадение не всегда происходит по определенной схеме. На протяжении многих лет фанаты видели, как Чингук и Тэхён легко находят друг друга, даже посреди сцены, интервью или толпы, их взгляды всегда встречаются, как будто запрограммированные искать друг друга, как они прикасаются друг к другу не задумываясь, полное доверие, как кто-то привык к физической близости, это нельзя подделать, это нельзя сфабриковать. Это естественный рефлекс глубокой близости. Самое печальное – это то, как фандом, который должен быть безопасным пространством, разрывается на части, когда между участниками возникает эта близость. Все радуются этому, все восхваляют дружбу, но когда это случается между Тэхёном и Чингуком, люди внезапно отвергают ее, насмехаются над ней и отрицают ее, как будто любовь, не соответствующая социальным нормам, это угроза, как будто ее нужно искоренять, а не прославлять. Но мир всегда показывает что-то, у любви свой способ выживания, у истины свой способ выхода на поверхность, как бы кто-то ни пытался ее скрыть, как бы ни пытались ее разделить. Тэхён и Чингук продемонстрировали нечто большее, чем слухи о фандоме. Они продемонстрировали постоянство, присутствие, внимание, язык тела, утешение и смелость оставаться рядом, даже когда мир отталкивает их друг от друга. И это то, что невозможно подделать, купить, записать. Возможно, многие продолжат это отрицать. Возможно, компании продолжат придумывать новые истории. Возможно, фандомы продолжат бесконечно спорить. Но одно никогда не изменится, следы уже есть. Они запечатлены в тысячах маленьких моментов. В смехе, в зрительном контакте, в простых словах, в тишине, которая говорит громче голосов. В конце концов, все, что мы можем сделать, это верить. Верить в то, что видят наши глаза, в то, что чувствует наше сердце, в то, что они показали нам за эти годы. Верить, что любовь никогда не проиграет, независимо от того, как долго она ждет признания, потому что такую любовь нельзя скрывать вечно. Вам, тэкукеры, которые выдержали бурю, насмешки, манипуляции, стирание и сокрытие, вы знаете, кто вы знаете, что вы видели, вы знаете истину, которую ничье мнение не может разрушить. Вы – свидетели любви, которая пребывает в тишине. Сегодня может быть тяжело, может казаться, что мы идем против течения, но поверьте мне, бури никогда не приходят, чтобы разрушить. Они приходят, чтобы показать, кто останется стоять после всего этого, и когда небо наконец прояснится, когда правду больше невозможно будет сдерживать, когда все сценарии рухнут сами собой, мир увидит то, что мы знали с самого начала. Что они всегда выбирают друг друга, всегда возвращаются друг к другу, всегда находят выход, даже будучи разлученными. И в тот день все точки соединятся, все голоса умолкнут, все сомнения исчезнут, и любовь, которая была скрыта, предстанет перед миром. Не как сюрприз, а как признание чего-то, что было ясно уже давно. Так что продолжайте верить, продолжайте гордиться, продолжайте идти вместе, потому что эта история еще не закончена, и я уверен, что когда откроется последняя глава, мы все будем улыбаться, гордиться, потому что мы никогда не сдавались, и потому что мы с самого начала знали, что Тхэкук всегда был настоящим и всегда будет таким.